Если вы чувствуете низкую продуктивность, внутреннее сопротивление, саботаж, прокрастинацию, стеклянные потолки и прочие игры разума, если цели не достигаются, проблемы не решаются, отчаяние, болото, гомеостаз и прочие неврозы, то можно ходить к психологам, психотерапевтам, психоаналитикам, разгребать все свое детство, родительские программы и ограничивающие убеждения. Кто-то практикует позитивную психологию, дыхание маткой, стояние на гвоздях, сидение на диетах, лежание на мандалах, мантры, аффирмации, вериги, и кому-то это даже помогает. Однако иногда для того, чтобы получить результат легче, быстрее, а главное эффективнее, можно работать со своим мозгом напрямую. Можно объяснить своему подсознанию, какой результат вы от него хотите на понятном для него языке, и не мешать ему делать свою работу оптимальным для него способом. Можно взять готовые, успешные, эффективные модели и стратегии мышления у успешных и талантливых людей и встроить их в себя, без регистрации и СМС. Грубо говоря, вместо того, чтобы искать баги и придумать костыли к старому коду, мы можем скопировать себе готовый код из проверенных эффективных программ. Для этого возьмем несколько техник из так называемого нового кода НЛП. Что это и в чем суть? Существует классическое НЛП или старый код, который работает больше с рассудочной, сознательной частью. Здесь можно сказать, что используется больше левое полушарие. Логика, анализ, интеллект, знание, понимание и так далее. С другой стороны, существует гипноз, который работает больше с бессознательным, с измененными состояниями сознания, то есть условно с правым полушарием. Так вот, новый код НЛП использует знания и технологии из нейрофизиологии и методологии мышления для того, чтобы оба полушария работали одновременно. Таким образом, мы можем выстроить интерфейс, то есть связь между сознательным и бессознательным, для того, чтобы осознанно использовать ресурсы подсознания в своих интересах. Для этого существуют простые и понятные упражнения, которые любой человек может сам практиковать у себя дома. Эти упражнения заставляют разные отделы мозга работать одновременно и очень активно. Эти упражнения заставляют одновременно работать разные нейронные сети, которые в повседневной жизни одновременно не работают. Благодаря такой работе мозг входит в так называемое высокопродуктивное состояние, или uptime транс, или внешне ориентированный транс. В таком состоянии у нас в голове замолкает внутренний критик, и мы восстанавливаем связь с нашим мудрым бессознательным. Самый простой способ натренировать свой мозг и быстро входить в такое высокопродуктивное состояние – это регулярно практиковать игры и упражнения из нового кода НЛП. Самые известные и самые распространенные из них – это алфавит и светофор. В интернете они находятся в свободном доступе. Как это работает? Возьмем для примера игру алфавит. С заданным интервалом в разных частях экрана будет появляться по две буквы. Верхнюю букву нужно проговорить вслух, а нижняя буква будет означать, какую руку нужно поднять при этом. Правую, левую или вместе. Таким образом, мы полностью и одновременно загружаем отделы мозга, отвечающие за внимание, за понимание, за восприятие и управление телом. И даже если часть психики застряла где-то в прошлом, в старых незавершенных отношениях, обидах, долгах и прочих травмах, даже если внутренний критик не замолкает, если в голове постоянно крутятся чужие слова, если разум с упоением сам себе показывает тревожные драматические мультики, даже если ваш мозг уже отравлен токсичными эмоциями и манипуляциями, и все это уже густо обросло нейронными сетями, то за 15 минут это упражнение вытащит вас оттуда. Полная загрузка внимания, восприятия, мышления и поведения занимает все мощности психики. Там просто не остается времени для тревоги, сомнений, страданий, критики, контроля, загонов, фантазий, галлюцинаций и прочего невротического мусора. Вы прямо почувствуете, как ваш мозг будет стараться сползать в старую колею, в привычные переживания и мысленную жвачку. Скорее всего, он будет постоянно подкидывать вам очень красочные картинки и мысли с целью зацепить вас, раскачать на эмоции, отвлечь или обесценить процесс. Так пытаются сопротивляться ваши старые мусорные нейронные сети, которые держали вас в теплом привычном болоте. Просто продолжайте играть, и через какое-то время вас отпустят. Плюс к этому постоянное движение глаз будет помогать перерабатывать и освобождаться от последствий травматического и стрессового опыта. И для этого нам даже не нужно будет нырять в тот опыт и переживать те события заново. Поклонники EMDR-терапии не дадут соврать.
Возможно, через какое-то время ваше внутреннее восприятие времени немного ускорится, и вы начнете наблюдать, как ваш разум и ваше тело делают сами все, что нужно. Так вас отпускает ваш внутренний критик, внутренний контролер, внутренний невротик. Ваше подсознание понимает, что вы от него хотите, и начинает делать все само. Таким образом происходит гармонизация состояния сознания, выход сознания из-за критического паралича, освобождение от эмоциональных фиксаций и внутриличностных конфликтов, очищение от мусорных нейронных связей и переход в высокопродуктивное состояние. Другие игры и упражнения также полностью и одновременно загружают все внимание, восприятие, мышление и поведение. Они также заставляют одновременно работать оба полушария, разные нейронные сети и репрезентативные системы. Можно выбирать на любой вкус, регулировать скорость и другие параметры. Далее, второй уровень сложности. Мы можем использовать данное высокопродуктивное состояние сознания, этот осознанный транс, эту связь с бессознательным для того, чтобы программировать нашу психику. Для того, чтобы объяснить нашему подсознанию, что мы от него хотим, на понятном для него языке. Например, так мы можем ставить цели и загадывать желания, даже если от них наш внутренний критик вопит и сопротивляется. Если наше сознание занимается обесцениванием и саботажем. Даже если в ответ на это в голове рождаются фразы из серии «так нельзя», «это невозможно», «так не бывает», «я недостоин», «у меня исключительный случай», «вообще все это от лукавого» и прочие голоса из детства. Здесь наша задача сгармонизировать нашу психику с учетом нужного для нас результата. Создать для нашей цели зеленую дорогу в подсознание. Причесать наши нейронные сети вдоль нашего желания для того, чтобы убрать все сопротивление, саботаж и конфликтующие программы. Для того, чтобы наше подсознание услышало наш запрос и принялось за работу. Техника. Что делаем? Первое. Представьте нужный вам результат максимально четко, конкретно, детально, позитивно и сенсорно. То есть, что конкретно вы видите, слышите и чувствуете, когда получили нужный вам результат. Как пахнет кожа в вашей новой машине, как солнечный свет заливает комнату в вашей новой квартире, как вы в руках держите микрофон, когда выступаете на сцене, и что вы при этом чувствуете. Максимально ярко и включенно проживайте этот опыт, для того, чтобы зарядить соответствующие нейронные сети тяжестью. Так мы формируем в нашей психике нужную нам фигуру и накачиваем ее энергией, эмоциями. Так мы формируем посылку для нашего бессознательного. Второе. Разгоняем мозг с помощью игры из нового кода НЛП минимум 15 минут, для того, чтобы войти в высокопродуктивное состояние, освободить свою психику от мусорных программ, фиксаций, блоков и саботажа, для того, чтобы сгармонизироваться и восстановить связь с бессознательным. Работайте на переносимой скорости, при которой думать вам уже не получается, но ошибок вы пока еще практически не делаете. Ориентируйтесь на свои ощущения и свое состояние. Здесь можно пробовать разные игрушки, разные настройки, разные параметры, разную скорость. Все индивидуально. И третье. Как только закончите упражнение, снова ныряйте в вашу цель. Снова ярко и включенно, ассоциированно проживайте желаемый для вас результат. Что вы видите, слышите и чувствуете, когда уже имеете то, что хотите. Обратите внимание, какие эмоции теперь у вас возникают. Таким образом вы передаете своему бессознательному посылку. Поживите в этом опыте столько, сколько будет нужно, и возвращайтесь здесь и сейчас. В таком интегрированном состоянии при необходимости, при желании можно пообщаться со своим подсознанием и создать устойчивую связь, то есть интерфейс. Но это уже третий уровень сложности, об этом мы поговорим в следующий раз, в следующем видео. А пока подведем итоги. Первое. Игры нового кода НЛП можно использовать для того, чтобы тренировать свой мозг, входить в высокопродуктивное состояние сознания, гармонизировать свою психику и восстанавливать связь с бессознательным. Второе. Это состояние можно использовать для программирования собственной психики, постановки целей и освобождения от внутриличностных конфликтов. Приятного аппетита!